Я видела ваши находки, вот эти все каменные колеи, которые вы находите. Как так вот происходит, что действительно никто из научного сообщества на эти артефакты не обращает никакого внимания? Я могу сказать, 100 тысяч лет Мгм. назад, как геолог, каменная колея не возникнет. А Потому как она что, вообще возникает? что самое интересное, и вот в одном месте, где вот эти были следы динозавров, мы нашли пересекающих среди динозавров такую же колею. Как он вообще может найти вот это место, да? Как вы вообще это находите? То есть как вас туда приводят вот к этим всем находкам? В штате Техас, в Индии описываются, и даже вот в Бразилии мне прислали фотографии, описываются следы динозавров и следы человекоподобных существ рядом, в апских отложениях, в пойме реки Апского времени, которая текла 140 миллионов лет назад. Там геология достаточно хорошо изучена, и спасибо испанцам, удивительно в этом плане у них поддержка вот таких вот независимых исследований. То, что в мифах мало вымышленного, это уже можно судить по тому, что, например, мифы тех же шумеров, египтян, майя, ацтеков, инков, индусов древних, австралийцев, Все, что раскидано по земному китайцев. шару, да, по А у разным. меня вот целая серия книг последних как раз по мифологии. Я практически все мифы Земли в ней рассмотрел. Они описывают одни и те же события. Одни и те же события описывают одни и те же катастрофы. Очень мне сложно это все вот так сжато сказать, потому что это работа многих лет, как говорится, Да, и тут она колоссальная по каждая объему. деталь тут еще важна, да? И То есть, колоссальная по объему работа. Спасибо, что смотрите «Элементалику». Поддержите мой проект очень простым и бесплатным действием. Это подписка и отклик в комментариях, тогда алгоритмы YouTube показывают видео еще большему количеству зрителей. Я очень стараюсь делать качественные и интересные выпуски. Поверьте, ваше внимание, подписки и обратная связь вдохновляют с новыми силами работать над реализациями моих идей и дает мне возможность приглашать еще больше интересных и зачастую эксклюзивных гостей. Друзья, и не просто верьте в то, что вам говорят, и не просто не верьте в то, что вам говорят, а разберитесь в этом сами. А сегодня у меня на Элементалике автор многочисленных исследовательских работ, книг, статей, переведенных на разные языки мира, изучает и показывает свои открытия из экспедиции доказательно, очень наглядно, научно, все посредством видео и фотофиксаций. Все исследования базируются на официальной геологии, археологии, исторических фактах и подкрепляются множеством упоминаний в фольклоре, мифах и древних сказаниях разных народов с разных уголков Земли. Рада представить вам ученого, кандидата геолого-минералогических наук, увлеченного своим интересным делом исследователя и путешественника Александра Калтыпина. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Из одного вашего выступления процитирую. Хронология Земли исчисляется миллионами лет, а не 3-7 тысячами лет. Геология же признает, что возраст Земли 4 миллиарда лет. Условия к земным существовали несколько сотен миллионов лет назад. Катастрофы происходили и 200 миллионов лет назад, и 60 миллионов лет назад, и 5 миллионов лет назад. И этому осталось очень много доказательств археологических находок и артефактов. У вас есть много доказательств физических и тех, что можно увидеть, потрогать, идентифицировать. И, возможно, после сегодняшнего нашего разговора даже скептики выйдут за рамки своих классических текущих знаний. Александр, а как вы пришли в такую увлекательную, нестандартную деятельность из обычной классической науки? Можете прям немножко рассказать о вашем пути? Тут ничего необычного здесь не было. Я как-то сразу с институтских еще времен, геолого-разведочный институт, из первых практик, экспедиций, потом уже работал, когда и в Московском университете, в Институте океанологии, ездил много в экспедиции. Мы изучали геологию Камчатки, Чукотки, Сахалина, Приморских областей, потом Урал, Средняя Азия занимался геологией. И последовательность напластования пород, перерывы между определенными пластами горных пород и последовательность напластования. То, что когда происходила складчатость сминания одних осадков, когда образовывались их поверхности выравнивают. То есть, если вначале накапливаются осадки, потом происходит некая складчатость, то есть в результате тектонического сдавливания какого-то территории с двух сторон, они сминаются в складки, потом эта территория воздымается, начинает разрушаться, образуется такая ровная поверхность, геология называется пенеплен, на которой снова начинают накапливаться осадки.
Вот это как раз такая последовательность событий уже свидетельствует так называемую геологическую катастрофу, когда складчатость, потом размыв, когда сопровождается все, вымирают одно сообщество видов и животных, и растений, после этой катастрофы образуется другое, я уже видел в экспедициях не один раз. И, наверное, тогда мне особый интерес передо мной стал изучение вот таких вот катастроф. Вначале геологических, например, Пермско-Триосовой катастрофы, мелполиогеновой катастрофы, наиболее известной, когда вымирали до 90% всех живущих на Земле организмов. Заинтересовался я тогда, естественно, поскольку еще был молодым, увлеченным, заинтересовался и мифами разных народов, преданиями разных народов, и выяснил, что и в истории Земли описываются, уже человеческая история Земли описывается катастрофы, когда были и потопы, и вымирали, уничтожались целые цивилизации. И потом уже во время своих поездок в экспедиции я стал составлять примерно сценарий этих катастроф, какой она была. Но это прямо основывалось на тех, просто я как бы в геологии не очень, если что, просто буду уже у вас уточнять, да? Как происходит вот этот анализ? То есть Ну, вначале, да. в первую очередь, играет роль визуальный, конечно, анализ, когда ты идешь, смотришь большие территории, и ты видишь границу толщ, двух толщ с разным характером складчатости. Одна, допустим, вот в такие вот складки смята гармошкой, а другая вверх залегает горизонтальная или наклонная. Ты уже видишь между ними вот эта поверхность, которая когда-то представляла собой древнюю сушу, когда все размывалось, то, что было предшествующему, накапливались вот такие, как коровые ветривания сейчас, росли леса, жили какие-то животные, потом все это снова начинало воздыматься, потом снова... То есть получается, что вот что-то уже была какая-то жизнь, да? Да. Происходит там некий какой-то катаклизм, да, что-то там апокалипсис, и все начинается заново. То есть и это вот сейчас вы как ученый, как человек, который вот в этом всем разбирается, вы можете прям вот это все идентифицировать, правильно? Ну вот смотрите, здесь геологический возраст – это не исторический возраст. Вот, например, альпийский, гималайский горно-складчатый пояс – это от Пиренеев до Гималаев проходит. Он образовался в результате одной такой глобальной катастрофы, которая, где-то началась еще 25 миллионов лет назад. Основная ее масса, основные события этой катастрофы 16 миллионов лет назад происходили. То есть это африканская, аравийская плита сталкивалась с европейской, азиатской, евразиатской плитой. И в результате давления их друг на друга происходило сминание пород, образовались многочисленные расколы, осадки, которые были горизонтально раньше лежали, сминались в складки, образовывались горы, вся эта территория поднималась, воздымалась. И вы сказали 25 миллионов лет назад. Получается, это у нас, я себе даже тут взяла шпаргалку, кайнозойская эра, да? Да, это кайнозойская эра. Мы сейчас говорим про кайнозойскую эру, да, 25 миллионов лет назад. Это где-то граница палеогена и неогена. Основная катастрофа. Геологами они давно эти катастрофы хронологизированы, их последовательность известна. И одна из катастроф была на границе палеогенового неогенового периода примерно 23 миллиона лет назад. 25, поэтому я сказал условно. И очень проявлена катастрофа тоже в неогене. О ней менее известно, но я как раз столкнулся с тем, что о ней надо больше говорить. Катастрофа на рубеже раннего и позднего миоцена, где-то 16 миллионов лет назад. Катастрофа, которая как раз в наибольшей степени, она, по моим оценкам, совпадает с хронологией предания разных народов, причем и майя, и австралийцев, и скандинавов, и африканцев, потому что, тут, наверное, чуть-чуть забегая, наверное, вперед, надо сказать, что исследования мои во многом основаны сейчас уже на
стыковки геологических и мифологических данных, потому что мифы, как таковые, они многими считаются мифами. На самом деле мифы – это кладезь информации, потому что когда у разных народов одни и те же события описываются, одна и та же последовательность событий, когда одна гибель миров, например, у ацтеков, у майя написано первая гибель миров, вторая гибель миров, третья гибель миров, четвертая гибель миров. Причем первый мир, когда существовал, было одно солнце, второй мир уже другое солнце, третий мир третье солнце, четвертый мир другое солнце. Они совершенно по-другому описывают мир, по-другому описывают человечество. Получается, вот в этих сказках, да, в мифах, вот если брать согласно официальным источникам, то в период неогена 23, там, сколько там, 2,5 миллионов лет назад, на протяжении около 20 миллионов лет продолжение там вот этого периода, да, жили там первые человекообразные обезьяны, антропоиды, потом австралопитека, и к концу уже там... Мы немножечко сейчас скомкали. Давайте вначале тогда геологических катастроф, а то сейчас получается уже хаос. Нет, я просто хочу, знаете, как стыковать немножко сейчас официальные данные, да? Давайте сейчас вначале официальных, а потом по давайте сейчас вот прям по официальным. Давайте вначале по официальным. То, что вот нам говорит, ну, как бы официальная... Вначале мы начали очень хорошо, а потом я что-то увел в сторону. Да, официальная история, то, о чем нам говорит, о том, что согласно официальным источникам в период неогена, то есть там 2,5 миллионов лет назад, на протяжении около 20 миллионов лет, ну, то есть вот чтобы сейчас так немножко тем, кто это давно не вспоминал, это школьные какие-то наши знания, да, то есть на продолжении этого периода жили первые человекообразные, потом дальше у нас шли антропоиды, австралопитеку, и к концу этого периода уже появился человек умелый, вот, Homo habilis. И вот именно те люди умели делать только каменные орудия, да, что-то там, охотиться, собирать пищу, защищаться от хищников. Все это человек умелый, там, австралопитек и прочее, это всего 2-3 миллиона лет назад максимум. Но это в конце уже этого периода. Homo sapiens вообще появился десятки тысяч лет назад. То есть в неогене официальная история говорит, что жили хищники, жили травоядные животные, жили рыбы в океанах, и ни о каком человеке так нигде в официальных источниках не говорится. Но, собственно, тут надо разделять две науки. Историю, которая изучает фактически человека, его исторические общности, как он развивался, и геология. А еще антропология, да? Антропологию мы отнесем к истории. К истории, да. И геология, которая изучает, какой была жизнь на Земле, невзирая на то, был или не был человек. То есть, какие были ландшафты, какие были животные, как они видоизменялись, какие были геологические события типа землетрясения, вулканические извержения, катастрофы. Потому что, когда я стал анализировать вот разные катастрофы, например, пермско-триусовую, мелпалеогеновую, известную оцен-олигоценовую, менее известная катастрофа, но тоже она очень широко распространена. Та же вот олигоцен-миоценовая катастрофа была, о которой мы уже частично заговорили. Выяснилось, что они все происходили примерно по одному и тому же сценарию. Это во время своих экспедиций, поездок я этим интересовался, это как бы была моя факультативная работа. Этот сценарий я расписал, когда происходило столкновение, допустим, блоков, или, может быть, падение на Землю астероидов, или столкновение плит, или же какие-то еще события. Тут причина, она может быть разная у катастроф. Например, до сих пор спорят мелпалеогеновая катастрофа, от чего вымерли динозавры. Больше всего геологов считают, что это метеорит гигантский упал в районе Мексиканского залива. Кто-то предлагает другие версии. Какая ваша версия? Моя версия, она пока еще, наверное, рано говорить, пока я не сказал о сути моих исследований. Да, мы перейдем, обязательно запомнить, чтобы эту версию у вас спросить. И все катастрофы происходили примерно по одному сценарию, то есть это извержение вулканов, это выброс в воздух огромное количество сажи, пепла, гигантские пожары, тектонические движения, землетрясения. Потом
потопы, то есть, видимо, воды цунами обходили поверхность. Если сталкивались с поверхностью Земли астероида, эти гигантские волны были еще большими и достигали, как некоторые ученые, например, Людвиг Зальвер написал в своей работе, 2-3 и 5, до 5 километров могли достигать эти волны, которые и уничтожали все прежние миры, уносили растительность, уносили всех животных, где-то их складировали в каких-то предгорных, межгорных прогибах. И, как писал Платон, оставалась после этого мертвая безжизненная пустыня. Но здесь уже интересно, потому что Платон-то писал уже о цивилизациях типа Атлантиды, Гипербореи, о существовавших, а мы рассматриваем пока геологическую катастрофу, геологическую историю, когда как бы людей и не предполагалось еще, и геологи в своих исследованиях не рассматривают, что раньше существовал человек. Но появились такие данные, которые, да, сомнения все-таки возникли. Что... Ну, наверное, ряд исследователей пытались по отдельным находкам, например, Майк Крема, Томпсон, астроном, геолог, он много у него предназначений, то есть направлений деятельности было. Вот. Они изучали, другие геологи, они изучали данные о находках в ископаемых пластах Земли, причем ископаемых пластах разного возраста, и мелового, и юрского периода, это 60 миллионов лет назад, 100 миллионов лет назад, 200 миллионов лет назад, и очень много каменноугольного периода, 300 миллионов лет назад, особенно много неогенного периода, где-то порядка 20-10 миллионов лет назад. В разных местах Земли были обнаружены какие-то, в основном в угольных пластах, золотые цепочки, какие-то сосуды явно рукотворные, какие-то остатки каменных каких-то блоков. То есть это все прям создано кем-то, какие-то да? сферы, и явно которые не могли быть объяснены на то, что они природного происхождения. И поэтому возник вопрос, что существовала раньше какая-то цивилизация, которая все это оставила. А это сейчас про какой возраст говорится, миллионов? Разные. В том-то и дело, что это было от 300-350 миллионов лет назад до 5 миллионов лет назад, когда вообще никакого еще человека, ни предков человека не предполагалось, не было. И даже, например, всем известная тисульская принцесса, саркофаг с тисульской принцессой, который якобы был найден в Сибири, в каменноугольных пластах возрастом где-то 300-400 по разным данным миллионов лет. Когда открыли этот саркофаг, там была какая-то голубая или розовая жидкость, которая меняла цвет, и в ней лежала белокурая женщина, которая... А это какая-то есть официальная? Да, много статей на этот счет. Потом мне попалась статья, что, оказывается, этот район оцепили. Многие исследователи, любители, которые фанатики этого дела, приезжали туда, спрашивали местных жителей и выяснили, что там район оцепили военные, нашли там около 11 саркофагов, не один был саркофаг, потом они куда-то исчезли в спецорганах, эти саркофаги. Дальше выяснил, что более молодого возраста, примерно около нескольких сот тысяч лет, такой саркофаг был найден в Италии, то есть Апийская принцесса, там так называемая. В Китае тоже был найден подобный саркофаг. И то же самое в каких-то растворах. По возрасту, получается, если там кто-то же определял какой-то возраст, то есть они примерно все в одно время, да, были? Нет, они в разное время. Я говорю, 300 миллионов лет назад в Китае, там, по-моему, несколько миллионов лет назад, в Италии вообще несколько сот тысяч лет назад. Мне вот прислали во время того, когда я вел свой сайт «Земля до потопа», много присылали данных находок. Один геолог из Казахстана мне прислал огромное количество фотографий монет, которые были найдены в углях каменноугольного периода. Но это не в пластах горных пород, а когда он купил уголь на отопление свое и стал раскалывать уголь, и там обнаружил прям монеты и какие-то еще и каменные там изделия, типа бусинки были. Причем, когда он пытался эти монеты выделять, они разрушались, то есть явно свидетельство о том, что очень древний их возраст. Тем не менее, они сохранились, даже много фотографий этих монет, очертания видны. Когда
находки попадают в восстановительные условия, то есть без доступа кислорода, а уголь в таких условиях и образуется, вот там могут предметы уцелеть. Если это доступ воздуха, окислительные условия на поверхности суши, то, естественно, и такие исследования проведены, работы выпущены за миллионы лет и даже за десятки тысяч лет, уже ничего не останется, все превратится в ржавчину, и, как правило, могут сохраниться только какие-то каменные изделия. У меня тогда вопрос, еще раз вернусь, может быть, я где-то упустила, уточню. По поводу вот то, что в угле какой-то находится, то есть если в этом каменном угле, да, нашли что-то, какой-то предмет, то есть это уже означает, что это какой-то очень-очень древний, там больше миллионов, да? Да, Да. но... То есть это прям вот если вот в этой породе, в этом угле, да, нашли что-то, да, то это явно уже означает, что это не... Я в одной из своих экспедициях в Испании сам нашел в отложениях возрастом, там не очень четкий возраст, там они позднерифейские, где-то ордовикские, где-то, условно говоря, 400-450 миллионов лет. Я нашел, можно так сказать, очки. Только это не совсем очки, это псевдоморфоза по очкам, то есть очки, когда попадают в грунт, в глинистый, они со временем выщелачиваются, и и дальше пространство, которое за счет выщелачивания, там откладываются другие осадки уже, называется псевдоморфоза в геологии, немножечко другого состава, и они повторяют форму того предмета, который был. Так и часто сохраняются останки птиц, каких-то насекомых можно видеть. И очки или какие-то явно оптические приборы, потому что не совсем наши очки, но в то же время видно две линзы очень хорошо. Тогда сейчас перейдем побольше к вашим экспедициям, да, как это происходит, где были, в каких местах, как часто вы это делаете, как давно, и что вообще находили? То есть прям сейчас давайте этому уделим время. Экспедиции мои начались уже потом, геологические это были, когда я учился в институте в МГРИ, потом работал в МГУ, на музее землеведения МГУ, в Институте океанологии в аспирантуре учился, когда я туда ездил в экспедиции в разные места, говорю, это в основном Дальний Восток, Камчатка, Чукотка, Средняя Азия, Урал, и много пришлось посмотреть. И уже тогда меня стали интересовать определенные находки, когда во флишевых отложениях, в глинисто-песчаных отложениях я видел конкреции, которые по форме напоминали консервные банки, которые по форме напоминали какие-то куски проволоки, еще какие-то изделия. Но они, естественно, были ржавые в виде ржавчины, потому что, как я говорил, в окислительных условиях не может предмет столь долгое время сохраниться, он превратится в феррум О или феррум О2. Еще были интересные, например, на Чукотке видел на одном плато стояли огромное количество каких-то каменных сооружений, которые напоминали древние изваяния. И очень не похоже, что это были какие-то тоже природные образования, как будто кто-то сознательно их там вытесывал. И в дальнейшем я таких еще много увидел. Действительно, по всему миру такие есть. И там, как в дальнейшем я увидел, это и форму слонов имеют, и медведей, и рыб, и черепах, и верблюдов, чего только нет, и людей. На Чукотке я тогда, к сожалению, уже не помню. А побывал я Камчатка, Чукотка, Сахалин, Курильские острова, Командорские острова, Дальний Восток, Урал, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, то есть во многих очень регионах, и специализировался больше как раз на неоген-палеогеновых отложениях, то есть на кайнозойских отложениях. Конечно, видел там и меловые, и юрские, и более поздние отложения, но так получилось, что специфика моя была на этих, поэтому я с ними очень хорошо был знаком, особенно в Камчатско-Чукотском регионе. А вы прям приезжаете, да, смотрите там все это и находите что-то, что кто-то никогда до этого не находил или просто не придавали этому значения? Тогда у меня были определенные геологические задачи, которые связаны
с историей развития этого региона, геотектоника региона, то есть какая последовательность событий, какая островная дуга образовалась, когда, какая океаническая плита с какой континентальной столкнулась и так далее. Вот я пытался восстановить эту последовательность событий. Достаточно много я не ездил туда, но изучал геологию Аляски по картам, сопоставляя как раз наш Тихоокеанский, Камчатско-Чукотский регион с Аляскинским регионом. Но это исключительно такие вот геологические были реконструкции. Ну вот получается, что вы их первые обнаружили, или вы просто как-то там приезжаете уже на что-то, что кто-то нашел? Это тогда я работал просто по заданию, и я просто исследовал отложения, о которых было хорошо известно. Вы случайно находили что-то вот такое, да? Там, конкреции я случайно находил, видел. Это потом меня уже, когда я увидел много таких конкреций, образований вот таких на горных хребтах, на поверхности гор, меня это заинтересовало. И когда я увидел вот такие вот, например, в Приссык-Кулье в Киргизии, когда увидел горизонтально лежащее неогеновое отложение, все очень заинтересовало. Прочитав в огромном количестве того же Крема книги о находках в разных местах, вот в таких предметах сознательной деятельности, меня заинтересовало самому уже поездить в экспедициях и поискать эти находки, следы деятельности людей в тех древних отложениях. Потому что мне казалось, раз так много об этом написано, так много этих находок есть, и так я сам видел конкреции, которые, кажется, имеют происхождение искусственное, типа консервные банки, какие-то проволоки, железные пруты какие-то, которые сохранились в древних отложениях, то должны быть какие-то другие следы этой цивилизации. И так стали рождаться мои экспедиции. Вначале несколько лет я ездил в Израиль, потому что там у меня была возможность, просто жили знакомые и приглашали туда часто. Практически я объездил весь Израиль, потом стала уже Турция след за этим, дальше уже пошла Болгария, Испания, Италия, Сицилия, Сардиния, Мальта. И практически объездил большую часть Европы и увидел, что везде одно и то же. Везде одно и то же. И доказательств того, что люди или какие-то человекоподобные существа жили в неогеновое время порядка 15, 10, 5 миллионов лет назад в разных местах по-разному, больше, чем достаточно. Их это не единичные находки, это, я бы сказал, закрывать на это глаза это нельзя никак. И почему это не замечают, почему об этом не пишут, тоже непонятно. Когда, например, какая-то статья, которая делает шум, что где-то какая-то группа палеонтологов или археологов обнаружила следы какого-то человекоподобного существа в отложениях возрастом 100 тысяч лет, это придается как сенсация. И во всех журналах, серьезных газетах публикуется, по телевидению показывается. А я вот этих следов человекоподобных существ в обуви, женских, мужских, размером от где-то 46 до 32 видел в немеренном количестве. У меня около 1000 только в моей коллекции на сайте Допотопа их фотографий приведено, которые я сам фотографировал, видео этих следов. Мы тут приложим фотографии, вы же с нами поделитесь. Видео этих следов. Когда я трассировал эти следы, шел по ним, снимал видео, как они находятся, когда видел эти следы вместе с следами трехпалых каких-то, видел вместе с следами вот таких огромных полуметровых существ, которые, как тролли раньше в мифологии называются, по-другому их я не могу назвать. И зачем, сразу это возник вопрос, зачем делать сенсацию из того, что 100 тысяч лет назад, что какие-то дикари там прошли, когда есть реальная цивилизация развитая, которая не только ходила, но и ездила на автомобилях, потому что там гораздо больше, чем этих следов, отпечатков колес от каких-то транспортных средств, больше всего напоминающие наши автомобили, потому что первый раз я столкнулся с этим в Турции, в первую экспедицию в Турции. Кстати, да, я хотела у вас спросить, да, что я видела ваши находки, вот эти все каменные колеи, которые вы находите. Как так происходит, что действительно никто из научного сообщества на эти артефакты не обращает никакого внимания?
То есть Мы как это нашли, мы происходит? нашли эти колеи случайно в Турции. Да, Мы что это за колеи? Прям вот изучали расскажите. древние руины там. То есть вы первые, да, их обнаружили? Ну так, чтобы вот кто-то Я из обнаружил их не геологов первые, но первые мы, наверное, о них написали так написали, да? серьезно в Анатолии. Мы изучали там древние руины, подземные, скальные города и ехали на автомобиле. Сейчас я уже, честно говоря, стал забывать. «Фиат», по-моему. А, Ехали по дороге обычной грунтовой, потом поехали по какой-то колее, были полностью уверены, что это современная колея, потом стало днищем машина задевать за камень, вышли, оказалось, что мы едем по каменной колее, и точно наши колеса совпадают, то есть это явно была такого же плана Давайте автомобиль. тогда поподробнее, чтобы понятно было, как может возникнуть каменная колея. Что это понятно, что это не какое-то современное, да, и даже не 100 тысяч лет. Как вы это определяете? То есть, ну, чтобы всем было понятно, потому что мы Но тут не я могу профессионалы. сказать, 100 тысяч лет Мгм. назад, как геолог, каменная колея не возникнет, А потому как она что... вообще возникает? То есть вот, допустим, даже если там, ну вот есть какая-то дорога, то есть там, не знаю, что там, глина, что-то, да, как бы, ну, то есть там должны ехать машины, и еще она должна превратиться в колею. Как это вообще происходит Ну изначально? хорошо, вот если вы пойдете, например, по грунтовой дороге после дождя, я после этого, когда видел каменные эти колеи, много раз ходил в разных местах, Мгм. специально изучал, как они образуются, это мне было самому интересно. Глинистая дорога, прошел сильный дождь, едет автомобиль, колеса погружаются в грунт, проезжают, остается колея. Местами 5-10 сантиметров. Иногда, когда грунт такой особо такой вязкий, иногда до полметра туда колеса погружаются в грунт. Часто возле этих колей мы видим следы людей, которые там Хорошо, идут. а вот эта колея, значит, получается, что она стала колеей, но, допустим, в то время, когда она стала колеей, прошел еще дождь, и она как бы должна, ну, как-то там Нет, восстановиться или тогда, что-то с когда ней они произойти. ездили, так все следы находят, и следы динозавров, и Мгм. следы ископаемых животных. Вот прям Предполагается, что они интересно, как ходили по вообще это почве, когда происходит? она была глинистой, рыхлой, вот такой почве. Она не была каменной тогда, когда они по ней Да, ходили. как она вот в камень вообще А, превратилась? Потом процессы могут быть разные, но примерно с точки зрения классической геологии этот процесс окаменения занимает миллионы лет, а примерно это происходит так. Ну вот, грубо говоря, вот смотрите, проехал автомобиль, осталась вот такая колея. Прошли рядом с ним какие-то ребята, оставили отпечатки ног. Причем редко мы видим, что они остаются в глинах, отпечатки ботинок. Чаще всего это какие-то расплывчатые вот такие контуры ноги, потому что, ну, глина оплывает, остаются, очень редко удается встретить четкие отпечатки ботинка, сапога, которые прошли, и даже пятипалой ступни, допустим, если босиком кто-то шел. Потом кончился дождь, выглянуло солнце, стало палить. Все это колея и отпечатки ног засохли. Но они засохли до того времени, когда пойдет следующий дождь, и Да, вот и у их меня такой же размоет. вопрос. А вот смотрите, если это все происходило в момент геологической какой-то катастрофы, или же когда извергались вулканы, идет извержение вулкана, пепел вулканически перекрывает вот эти колеи, перекрывает эти отпечатки ног. Или другой процесс, не обязательно пепел вулканический. Может быть, происходит подъем водоема какой-то воды, моря, и перекрывается глинистыми какими-то или известковистыми осадками. Все это попадает в восстановительные условия. Опускается, идет общее погружение этой территории, это уже геологические законы территории, идет погружение территории, попадают все восстановительные условия без доступа воздуха, и все это окаменевает там в течение миллионов лет. То есть меньше, чем, ну вот, допустим, те же самые, когда появились первые люди, да, то есть это не может быть, что вот такой был возраст, Нет, нет, да? нет, То нет. есть это гораздо Все это окаменевает. раньше. Потом, через какое-то время, тот район уже перестает опускаться, когда, ну, отпустился, грубо, на глубину 100 метров, 50 метров, все по-разному, тут это не играет большой роли, перестает опускаться, сменяется направление движения на подъем территории вертикальной. Это вот так
постоянно периодическое колебание, смена нисходящих на восходящих движений. Это везде, практически во всех горных системах зафиксировано, известно давно. Это геоморфология этим занимается, так образуются и речные террасы в результате вот таких вот восходящих, нисходящих движений. И горные террасы так часто образуются. Все это поднимается. И вот эти, которые перекрыли, грубо говоря, туфогенные отложения или известковистые отложения, они еще рыхло, недостаточно сильно окаменели, они начинают разрушаться, размываться. А вот то, что нижняя поверхность, которая уже была твердой к тому времени, и в которой отпечатались колеи, отпечатки ног, она уже превратилась в то время в камень, и оно выходит на поверхность. И вот эти вот блоки образуют так называемые поверхности выравнивания. В данном случае неогеновая поверхность выравнивается, неогеновые колеи. И мы, когда ходим там, где есть колеи, мы ходим по неогеновой суше, то есть той суше, которая была, допустим, 15 миллионов лет назад, 10 миллионов, 5 миллионов лет назад. Ну, например, в Испании она одного возраста, в Италии другого возраста, на Мальте третьего возраста. Ну, в зависимости от климата, Турции, от всех там вот этих моментов, да, которые происходили. В Турции, но наиболее вызывающее доверие определение возраста – это абсолютная геохронология, определяет 14 миллионов лет. И вот по этой суши 14 миллионов лет. Я очень много хожу. Она везде, во всех этих странах есть. Это в горных системах, альпийско-геологическом поясе. Мы ходим по таким ровным относительно поверхностям. Но она как ровная? Она не совсем ровная. То есть там холмистая. Но это камень. Прям, да? Это То камень. есть, да. Холмистая. Там иногда террасы видны какие-то. Долинки вот такие вот. Но это как бы окаменела та суша, которая была в то время. То есть, в то время 14 миллионов лет назад, в другом месте 5 миллионов лет назад, 10 миллионов лет назад. То есть получается, что следы динозавра как-то вот прям наряду с человеческими, разумного человека, да, то, что находят какие-то там подтверждения этому, следы рукотворного, да, там какого-то образа жизни, абсолютно такого адекватного. И получается, это все, если брать по геологии, это все вот примерно в одно время, да, происходило? Нет, это не совсем в одно время. Я просто по динозаврам хотел немножко с другой стороны подойти. То есть следы динозавров, так как помимо динозавров и других животных, других периодов, наука признает. То есть они образовались точно так же, как я рассказал. Вот как проехал по глине машина, остался отпечаток колеса, прошли люди, остался отпечаток следов, потом они окаменели, через сколько-то миллионов лет они в результате поднятия территории, горообразования вышли на поверхность, и мы видим эти поверхности выравнивания с древними следами. Точно так же, абсолютно аналогично образовываются следы динозавров. И геология это признает, палеонтология это признает. И один раз я поехал, когда был в экспедиции в Испанию, специально посмотреть примерно 4 места развития следов динозавров. Это в Северной Испании, район Бургоса, не болгарский Бургос, а испанский Бургос, это Каталония. И как они выглядят? Точно так же, как вот эти вот отпечатки, которые мы видели и колей, и человеческих или человекоподобных ног, и вот этих гигантских, которые тролли называю, и трехпалых, неизвестно кого, гоблинов, каких-то змееподобных, которых мы видели. Точно так же следы динозавров, цепочки идут, отдельные следы. Но что самое интересное, на одной такой площадке развития следов динозавров, они официальные, огорожены, со стендами, показаны везде фотографии, рисунки динозавров, написано, когда они жили. Это тогда там меловой период в районе Бургоса. То есть это получается у нас, ну, чтобы мы так вот шли с цифрами, да, 250 миллионов лет назад или сколько? Вот, это динозавры примерно 140 миллионов 140, лет назад. Это Аптский, Альпский века, ранний мел. Примерно 140 миллионов лет назад, но в одном месте 40, в другом 120, они по-разному. Там еще в зависимости от того, какой это именно динозавр. Какой просто вид? В каких отложениях, скорее всего, навесит. Динозавры там разные были. Ну, что самое интересное, и вот в одном месте, где вот эти были следы динозавров, мы нашли
пересекающий среди динозавров такую же колею, о которой я говорил, в неогеновых отложениях. Но той колее уже 140 миллионов лет. 140 миллионов лет она прям пересекает следы динозавров. То есть либо это динозавры ездили на автомобиле, либо тогда вместе с динозаврами жили люди. К сожалению, мне в тот момент не удалось найти стопроцентных отпечатков человеческих, человекоподобных ног, хотя что-то похожее на каблук, что-то похожее на А если брать вот по геологии, можно понять, что вот эта колея и вот этот след динозавра, то есть они примерно Они в одних отложениях, да, в были. одних отложениях, и это значит, Я они более примерно того в одно скажу, что время. они в одних отложениях, они в апских отложениях, в пойме реки Апского времени, которая текла 140 миллионов лет назад. Там геология достаточно хорошо изучена, и спасибо испанцам, они геологические карты, у них в свободном доступе, ты просто заходишь на сайт, скачиваешь эти карты, все смотришь, разрезы, карты. И это удивительно в этом плане у них поддержка вот таких вот независимых исследований. Это апского возраста. Рядом поехали мы изучать соседние отложения. Я еще там нашел в этих апских отложениях несколько колей. Они очень сильно выветрены, имеют покрыты корками вторичных минералов, сильно ожелезнены, разбитые разломами эти колеи, еще в гораздо худшем состоянии, чем неогеновые колеи, но они есть, тем не менее, эти колеи видны, и то есть мы видим явное присутствие там. Не было в то время, я говорю, я не видел там стопроцентные следы человекоподобных, но что-то похожее на отпечаток каблука, отпечаток ступни ботинка среди этих колей встречал, но уверенности стопроцентно нет. Конечно, очень бы хотелось туда еще раз поехать или целенаправленно поискать, тем более, что в штате Техас, в Индии описываются, и даже вот в Бразилии мне прислали фотографии, описываются следы динозавров и следы человекоподобных существ рядом. Вот я видел следы колеи, следы динозавров, следы человекоподобных или человека и динозавров вместе мне 100% не удалось видеть. Но думаю, что Бургас, район Бургаса, вот эти вот там места все, где развиты следы динозавров, они должны однозначно оставаться целью одной из ближайших экспедиций. К сожалению, в этом году у меня не получилась экспедиция в Италию. Мы планировали в конце сентября в Этрурию. Там тоже очень интересные места, тоже есть колеи, тоже очень много интересных руин, потому что стало невероятно сложно с визами, и я просто не стал рисковать, чтобы, как говорится, не подвести людей. Я думаю, что все впереди, тем более, может быть, еще какие-то наши зрители заинтересуются такими интересными Но исследованиями, да, и, может это быть, интересно, потому что в все эти экспедицию можно экспедиции, будет поехать все эти как-то. экспедиции, во-первых, это красиво, во-вторых, очень много можно всего того увидеть, что не увидишь. У меня еще такой вопрос. Как вот человек, который приехал куда-то, да, вот гуляет по этим местам, да, которые вы посещаете, как он вообще может найти вот это место, да, как вы вообще это находите, то есть как вас туда приводит вот к этим всем находкам. То есть я не думаю, что это так на нашем земном шаре, да, можно вот прям так взять и что-то найти такое эксклюзивное, Ну, поэтому я во древнее. многом собираю группы, вот так вот, единомышленников, кто хочет поехать, которые во многом поддерживают эти экспедиции тем, что едут они. Ну вот само место, как вы выбираете? Потому что в одиночку, как говорится, не поедешь, надо и машину арендовать, надо там и отели арендовать, и должен определенный небольшой быть общий такой капитал на все это. А места все по-разному. Например, в Турцию, в Анатолию, когда я попал, я очень долго переписывался с одним, даже не знаю, он как турок, англичанин, потому что он жил в Измире, но по рождению англичанин. Он вышел сам на меня, его заинтересовали мои изучения неогеновых цивилизаций по Израилю, потому что он изучал Гобекли Тепе и считает, что вот Гобекли Тепе, он имеет неогеновый возраст, что там знаки, как А это... что такое Гобекли? Гобекли Тепе – это Мы здесь напишем еще. на юго-востоке Турции раскопанное такое древнее, даже не поселение это, с такими стеллами, раскопанное какое-то сооружение, древнее сооружение, или древний да, круг, какое-то поселение, не знаю, толком никто не знает. И
считается одной из самых древних в мире, примерно около 10 тысяч лет назад его признает этот возраст официальная наука. Вот он считает, что по тому, что нарисовано на стеллах там на этом Гобекли-Тепе, барельефы, и ряд других мест в Турции, он тоже считает, что это ближе к неогеновому возрасту, потому что у него свои геодезические расчеты, там астрономические расчеты были, что он показывал. И он в процессе разговора мне очень советовал поехать в Анатолию, рассказал об этих местах Елизалыкая, Большая Елизалыкая и ряд других мест. Стал изучать этот район, редкие разрозненные экспедиции каких-то израильских там любителей, которые там были. В конце концов, так состоялась первая экспедиция. Просто как она происходит? Тогда еще не было, когда я первый раз попал, GPS-навигаторов, и ехали мы по указателям. Вот мне интересно, как по вы находите, коричневым вывескам, Мгм. вот, которые видим, коричневая вывеска, и смотрели, вот так ездили. Примерно было известно, где эти объекты находятся. Сейчас тоже просто. А это какой год примерно был, вот, когда вы туда ездили? Ну, это лет, наверное, больше 10 уже назад. Мгм. Сейчас тоже просто. Ты где-то встречаешь сведения о этих объектах в литературе, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и много из соцсетей, и на сайтах на разных. И кроме того, многие пишут мне сейчас, люди после того, когда вот стали показывать меня на телевидении, в какие-то работы в большом количестве публиковал книги, стали на меня выходить, предлагать. Изучаешь эти места по литературе, находишь по ним информацию, и уже дальше либо где-то в Википедии, либо по карте Google, чаще всего по карте Google, потому что многие объекты даже не указаны ни в Википедии, нигде. Ты эти объекты, такие же вот, колеи хорошо, кстати, видны древние на карте Ну Google. да, сейчас такое качество, там такое вообще Да, они хорошо, детализации. очень хорошо видны, но в последнее время их Google стал ретушировать. Не знаю, по даже какой так, причине. да? Это многие уже сказали, что исчезают колеи с карт Google. Поэтому вот один немец, который со мной переписывался по колеям, которых тоже долго очень неогеновые эти колеи изучает много лет, он сказал мне смотреть в архивных фотографиях Google. Это Google Earth, который программа уже не Google Map, а Google Earth. И смотреть колеи, то есть фотографии, которые были сделаны 10-15 лет назад. Лайфхак. И для там тех, они кто еще не хочет, ретушированы. И вот посмотреть. таким образом, когда смотришь все фотографии, набираешь, это очень долгая, кропотливая работа взять GPS-координаты. Но, естественно, когда ты их находишь на карте, GPS-координаты берешь, а дальше по навигатору едешь. Не всегда так хорошо удается попасть на них. Ну, то есть это целое детективное расследование, да, чтобы где-то Да. как-то их найти, и еще потом вот приехать их воочию Не всегда увидеть. удается на них попасть. Иногда, когда попадаешь чуть-чуть не туда, и приходится потом их искать. Некоторые туристы начинают на тебя очень сильно ругаться, что неподготовленная экспедиция, что мы сюда поехали. Вот. Но, в конце концов, тогда надо ездить таким туристам с туркомпаниями, которые уже тебя возят по таким объектам избитым уже, а не по таким вот, о Нет, ну которых это ничего не настоящее известно. прям такое все. Да. Жизнь исследовательская. Так, тогда у меня еще такой следующий вопрос. Вот, допустим, цивилизации. Древний Египет, цивилизация майя, там какие еще цивилизации признаются научным сообществом, которые существовали, да, и как мы вот пойти туда дальше? Какие вот, в принципе, согласно вот этим всем геологическим вашим исследованиям, да, могут быть еще цивилизации, хотя бы вот сейчас мы пока не будем продвигаться в мифологию, да, а вот вообще как могли еще жить какое-то человечество, какие там могут быть годы, да, и как это вообще происходит? Ну, цивилизация майя, ацтеков, там, египтян, шумеров, они признаются научным исследованием, но значительно интересно не сами цивилизации, а их работы, то, что от них осталось. Например, Библия майя Популь Vuh, где говорится о 3 мирах, как минимум 2, а то и 3 потрясавших Землю катастрофах, о том, что значительная часть человеческой истории человечество жило под землей. Под землей. И это, пожалуй, один из немногих документов, где об этом говорится. Показано, как появилось Солнце, какие события были, как майя из подземной Родии намигрировали туда, где они живут сейчас. Вот, конечно, многие считают это выдумкой. Ну, то есть, получается, у нас майя, Древний Египет, шумеры — это все-таки у нас
Нет, но это история реальная цивилизация, но это цивилизации, признает, которые да. жили относительно недавно. Ну, недавно. Но они рассказывают своих мифов о предках Ага. Теперь майя. давайте, что происходит уже на стыке геологии и фольклора. Сюда Да. продвинемся. Какие вот ваши находки, которые, ну вот вы сейчас уже что-то рассказали, а может быть то, что не вы находили, а что-то там находили другие исследователи, доказывает факт, что вот как раз в мифах, сказках, сказаниях там мало вымышленного, что там очень много реально существующего, и когда-то, может быть, получается, подтверждением, может быть, и этому являются ваши находки. То есть как это происходит? Но Расскажите поподробнее. то, что в мифах мало вымышленного, это уже можно судить по тому, что, например, мифы тех же шумеров, египтян, майя, ацтеков, инков, индусов древних, австралийцев, Все, что раскидано по земному китайцев. шару, да, по А у разным. меня вот целая серия книг последних как раз по мифологии. Третья у меня книга, которая разбила издательство «Веч» на 4 книги по всем этим мифам. Я практически все мифы Земли в ней рассмотрел. Они описывают одни и те же события. Одни и те же события описывают, одни и те же катастрофы, одни и те же солнца, которые раньше были, одни и те же какие-то То есть, катаклизмы, в результате которых солнце уходило или луна появлялась. То есть это уже говорит о том, что мифы не могут быть выдумкой, потому что у всех народов одно и то же описано, которые вроде живут далеко друг от друга. То есть, получается, не только даже вот какие-то там существа, но и вот космос, он тоже как-то выглядел по-другому. Да, Да, там у получается? китайцев очень много космологических мифов, как уходило солнце, как менялись звезды, совершенно другой рисунок звезд. И у австралийцев то же самое говорится, большая тряска, как горы образовались, как горы менялись местами с морями. Очень много таких вот мифов у разных народов. И И даже они все совпадают, да, получается, если вот их обобщать. Да. То есть, допустим, там было, сколько вы сказали, несколько солнц или как там, или там несколько каких-то еще спутников, да, видно глаз. То есть они и в каждом народе, да, в каждом мифе получается все одно и то же. И очень совпадает во всех мифах происхождение человека. То есть даже я бы не сказал не человек, а обезьяны. Что в результате катастрофы погибла цивилизация людей, люди забрались на дерево, приделали себе хвост и стали обезьяной. Это, да. Вот ровно наоборот говорится, чем нас учат. И антрополог Белов, он об этом и учит как раз, что не человек предок, что не обезьяна предок человека, Кстати, а человек предок обезьяны. Я, кстати, не слышала никогда так. Ну, я знаю, что есть... Александр Белов. Да, что есть И палеонтолог фильм он. этот «Планета обезьян», да, а вот то, что человек обратно в обезьяну, кстати, интересная такая Это вот в мифах гипотеза. ацтеков очень много говорится, что там в результате одной катастрофы люди превратились в рыб, в результате другой люди превратились в птиц, в результате третьей катастрофы люди превратились в обезьян. То есть не животные превращают в человека, а человек деградирует после каждой катастрофы. Да, инволюция, да. И вот следующий виток, когда уже образуются новые люди, он занимает еще определенное время, прежде чем они достигают того, что утратили, какие знания утратили. И то, что мы ездим по всему миру, видим эти древние руины, возраст которых в одних местах 5 миллионов лет, других 10, в третьих 15 миллионов лет. А судя по отпечаткам колей, в одном месте 140 миллионов лет, еще в одном месте в Испании я видел там 300 миллионов лет колеи. Это на самом северо-востоке Испании. И то, что нашел, вот то, что похоже на очки, в отложениях где-то 400 миллионов лет, говорит, что та же Тисульская принцесса, саркофаги Тисульской принцессы и ее сотоварищами, как говорится, 11 саркофагов. То, что возрастом 300, как минимум, миллионов лет назад. Но это уже палеозойская эра, да, получается, там где-то 300, это уже да? палеозойская. Да. Монеты в большом количестве, которые мне фотографии прислали, каменноугольные, возраста 300 миллионов лет. 300 миллионов лет, тогда мы вернемся, вот, чтобы я просто обобщение делала, да, что получается, что по официальной науке в это время появились только панцирные рыбы, первые паукообразные, и растения, водоросли только приспосабливались к суше. То есть, получается, уже такие были находки. Да, это находки, но на самом деле об этом давно писали эзотерики. Очень много у Блаватской об этом написано. Вот как раз, когда смотришь работу... Я читала «Тайную доктрину». Да, когда смотришь разных эзотериков, я, кстати, проводил, у меня есть на сайте 2 работы по эзотерической хронологии в свете современной геологической шкалы.
И я немножко там модифицировал. Они еще, как говорится, омолаживали историю. У них история исчисляется тоже миллионами лет. Первые люди там появились, грубо говоря, 60 миллионов лет назад и так далее. У эзотериков говорится. Причем было последовательно 4 цивилизации, так же, как у майя, которые сменяли друг друга. Тоже вначале водная цивилизация, потом еще какая-то там. Вот. Я когда провел, вот сопоставил, по какой геологической шкале они пользовались, геохронологической, и какая сейчас стала, тогда еще не было абсолютного возраста горных пород, у них совершенно были более молодые датировки. Все это превратилось 60 миллионов лет превратилось в 500 миллионов лет и так далее. То есть, на самом деле, в этих вот эзотерических работах уже говорится о том, что первые люди появились где-то уже сотни миллионов лет назад. Ну, то И есть у они них всё равно, да. последовательно меняли цивилизации их. Ну, то есть получается, что они уже, ну, может быть, у них не было каких-то вот современных наших, у них не было тех технологий, которые сейчас есть у нас. Насколько там это все объединяется, и мифы, и сказания, и вот эта эзотерика. То есть вы, получается, все это как-то обобщаете совершенно в одно, да? Эзотерика – это сложное дело, потому что, например, Блаватская, Рерихи, они ссылаются на некое тайное братство, белое братство Махатм. А Махатмы, по тибетским преданиям, это Видьядхары. А Видьядхары, это уже по индийской мифологии, это одни из самых древних жителей Земли, которые продолжительность жизни, которая исчисляется уже миллионами лет. То есть раньше, если брать индийские предания, первые существа, люди, не люди, как угодно их вы назовите, там они называют их богами, жили сотни тысяч лет, это Сатья-юга. Потом Трета-юга, 10 тысяч лет жили. Кстати, тому есть подтверждение, Потом да? тысячи лет жили. Вот Видьядхары, они где-то миллионы лет жили. И вот это белое братство, и что Махатмы, получается, возможно, эзотерики оперируют очень древними знаниями, которые сохранились теми древними жителями Земли, которые сейчас как бы являются тайными надзирателями человечества. Ну, этому же есть даже вот эти древние племена, которые живут на, вот в индийских, да, вот всех вот с той стороны, которые даже у меня когда была идея поизучать, ну, найти человека, который этим занимается, да, из официальной науки, чтобы даже не на какую-то эзотерику опираться, а на официальные данные, да. То есть мне немножко перекрыли там вход и сказали, что вот на эти темы, по поводу этих народов, которые официально открыты, мы разговаривать не будем. Вот, поэтому есть вопрос, что тому даже есть подтверждения, такие, которые официальные, да, которые нельзя от этого никуда отходить. Поэтому вот даже интересно, что насколько вы там как-то смотрели, изучали вот именно те народности, которые сейчас там, ну, как бы они реально существуют еще до сих пор, вот эти старые древние народы, какие-то у них там есть свои Нет, это данные. я не очень занимался. Это Мгм. скорее, если по Сибири, по нашей, то это скорее Сидоров занимался Мгм. этим. Как раз по другим странам я даже не знаю, кто конкретно этим занимался. Ну, то есть очень сложно найти, потому что даже когда есть какая-то вот эта официальная информация, да, что это существует, а вот чтобы поговорить об этом, хотя я уверена, что наверняка много людей, которые и в науке, да, должны этим как-то интересоваться, ну, не дают этому дороги. Тогда получается, что у нас боги, те, о которых пишут в мифах, да, разных народов, могут быть просто обычными земными обитателями, по сути, да, которые просто жили в то время и были немножко другими по физиологии, по каким-то своим свойствам, там, по росту, может быть. Может такое быть? Ну, собственно, на этом основана вся суть моей работы. Я вот, наверное, скажу еще, что когда стал я ездить в экспедиции, в свои уже, а еще даже до этого немножко прочитал большое количество мифологических разных книг, книг о находках, которых предметов разумной деятельности в древних отложениях. И дальше стал строить исследования о стыке геологии и фольклора. То есть вот нам известна последовательность геологических катастроф, а у тех же ацтеков, у тех же индусов описывается последовательность мифологических катастроф. Когда гиб один мир, образовался другой, когда одно солнце, которое светило по одному, восходило, допустим, не на востоке, а на западе или на юге где-то всходило, прям это описывается во многих преданиях. Вот, совершенно другое солнце было.
и стал сопоставлять последовательность катастроф по преданиям у разных народов, последовательность геологических катастроф, даже по количественной оценке. Я понимаю, это очень приблизительный анализ, и у меня более-менее все выстроилось и совпало. Почему я, собственно, перешел в миллионы лет? Что те древние цивилизации, которые описываются в преданиях, получалось, что могли жить одни 40 миллионов лет назад, другие 20 миллионов лет назад, третьи 15 миллионов лет назад и так далее. Как раз все это совпало, исходя из совпадения фольклорных данных о сменах миров, о гибели миров и смены разных миров, и геологических данных о катастрофах. Но, учитывая, что, насколько мне известно, никто, кроме меня, такую работу не выполнял, пока это можно в качестве такой первой рабочей основы принять. И тем более тому много очень доказательств, когда на Земле был золотой век, как описывают в преданиях, когда в Арктике он по геологическим данным достаточно четко определяется, что это могло быть только палеогеновый период. Причем эоцен и палеоцен – время даже еще до олигоцена, то есть где-то от 60 миллионов лет назад до 34 миллионов лет назад, потому что тогда в Арктике росли пальмы, в Арктике жили крокодилы, жили черепахи. Это масса находок есть, это не я придумываю, это геологические находки, палеонтологам известно. То есть температура воды в Арктике была около 25 градусов, температура воздуха по всей Земле была примерно одинакова, тогда не было ветров, не было ничего. Это как раз вот вы про золотой век, да, говорите? Да, и получается здесь совпадение как раз в том, что описывается в Ригведе, то, что описывается в той же Библии, что Земля была окутана водно-паровой оболочкой тогда. То есть это в то время, вот, когда Золотой век Земля была, это уже мы немножко ушли в другое, Земля была окутана водно-паровой оболочкой, и в результате представляла как бы сплошную оранжерею, что и на экваторе, и на севере, и на юге в Антарктиде. Это можно как-то к краю, к Эдемскому саду, да, приблизить вот эту всю атмосферу, как она похожа, да, что там все животные живут в каком-то, как в райском, да, каком-то. Ну, можно, Да? потому что я проводил анализ хронологии. Я как геолог все время пытаюсь хронологию всех событий увидеть. У меня библейское творение мира произошло где-то 16 миллионов лет назад. 16 миллионов лет назад, я говорю, это начал с того, что это на рубеже раннего среднего миоцена катастрофа, которая наибольшее совпадает, наверное, с количеством событий в фольклоре, когда образовались льды и на севере, и на юге, когда стали дуть ветра разных направлений, когда появилась радуга, а радуга появилась, когда пошли дожди. То есть здесь очень много совпадений. Это и библеисты многие считают, что так это вот как раз, когда пошли дожди, когда появилась радуга, когда уже стала разрушаться эта водно-паровая оболочка. Здесь, на самом деле, все в книгах. В первой моей книге очень много об этом написано. Во второй книге уже в меньшей степени, но там уже более конкретики, а третья это вообще уже идет по мифам разных народов. Очень мне сложно это все вот так сжато сказать, потому что это работа многих лет, как говорится, Да, и тут она колоссальная по каждая объему. деталь тут еще важна, да? И колоссальная по объему работа. Это можно, наверное, в институте целый курс на этом было бы построить. Ну, у нас сегодня такая, хотя бы мне хочется познакомиться с вашими исследованиями, с вашими работами, вообще с направлением деятельности своих зрителей. И тогда мне интересно, да, что вот что вообще из того, наверняка вы знаете, смотрите, интересуетесь в кинематографе, в книгах, в каких-то, может быть, фэнтези, фантастических произведениях, да, что вообще может быть таким, что существовало на самом деле? Ну, я об этом пишу постоянно, и у меня несколько работ даже есть об этом, уже первая написана более 10 лет назад, что фильмы фэнтези – это, как правило,
отражение реальной действительности. И многие фильмы фэнтези отражают то, что было на самом деле гораздо ближе, чем учебники истории. Особенно фильм «Властелин колец», «Хоббит», Толкиен и, к сожалению, еще не экранизирован «Сильмариллион», но когда читал я «Сильмариллион», 2 раза я читал «Сильмариллион», который еще пока, к сожалению, не вышел в фильмах, это та история Земли, та история развития человечества, других сопутствующих ему сообществ, живых существ, разумных существ, которая, ну, получается и по всем преданиям, получается и по моим экспедициям, которые я много раз видел, потому что я вижу в экспедиции не только следы человекоподобных, но и следы каких-то хоббитов, следы троллей, следы гоблинов. Постоянно они пересекаются, эти следы. Я И видела у вас жилища, их какие-то, да, вижу, постройки, жилища. в которых они жили. Вот, например, в Испании очень есть ряд мест, где прям целые жилища хоббитов, так как их показаны. Холмы, вот такие вот двери туда, в эти холмы, жили в большом количестве, попадаются. Иногда горы целые вот такие вот стоят с маленькими вот такими окошками. А что вот вы приезжаете туда, что это, как они как-то как историческая достопримечательность или просто вот где-то там находится и Нет, все? они как памятник какой-то Мгм. истории. Как правило, Что там пишут, какой у них как правило, возраст? все датируют их первым, вторым тысячелетием до нашей эры, самое древнее, а чаще всего вообще нашей эры. То есть то, что датируют как официальные, и, как правило, это какие-то древние некрополи или хранилища каких-то складских припасов. То, что пишут, они вызывают улыбку. Мгм. Потому что, когда мы, например, среди вот этого поля, где огромное количество следов динозавров, колеи Мгм. раннемелового возраста, там обнаружили еще в Испании огромное количество вот таких ванн в скальных породах, углублений, ванн. Естественно, официальная археология пишет, что это некрополи, захоронения. И сразу возникает вопрос, вот зачем было людям, которые жили здесь, да еще в каком-то 500 или 600 году нашей эры, зачем им было в таком количестве долбить камень, когда они небольшие, эти каменные Мгм. блоки, когда рядом полно земли? Почему не выкопать яму, которая менее труднозатратная, и не захоронить? Зачем обязательно надо камни долбить? И тем более по глубине там человека не поместишь, он не уместится, слишком мелко. Часто и по длине не уместишь. И что вы думаете, это даже вообще не имеет отношения к каким-то гробницам, да? Что касаясь вот эти вот так называемые некрополи в поле следов динозавров, это вообще загадка. И в Португалии такие вот места есть. Мы были в одном месте в Португалии. То есть это может быть чуть ли не какой-то инкубатор даже динозавров. М. В русле Апской реки был, который сохранился с того времени. Может быть, какие-то лежанки, где динозавров там молоть нежилось, не знаю. Это вот сразу даже я не могу сказать, Давайте мы что это покажем такое. здесь фотографию и спросим у наших зрителей, что вы думаете, это может быть. То есть Да. расскажите ваши версии, да, что это может быть. Может быть, какая-то будет новая интересная теория, и она будет Кстати, полезна для... кстати, по колеям у нас много было тоже дискуссий, если, допустим, ваши слушатели, зрители предложат что-то свое, тоже будет интересно. И очень на форумах мы разных обсуждали их, и автолюбители со стажем То есть э, это похоже на какое-то транспортное средство. писали даже, Мгм. как это средство двигалось, рисовали, какая была подвеска, зависимая, независимая и так Мгм. далее. Вот, то есть даже рисовали, как выглядело это транспортное средство, исходя из характера следов, из тех, которые они оставляли, колеи. Друзья, пишите прям вот свои все версии, потому что это на самом деле интересно, так как все равно это такая идет личностная какая-то додумка, потому что точно мы знать не сможем, но теории, гипотезы, да, это всегда приветствуется, возможно, они как-то будут Вопросов на близки, самом да. деле во время этой экспедиции много, которые
Ну, продолжая работать в научных заведениях, на официальных научных должностях, как раньше вот был, можно было подправлять целые научные туда экспедиции. Например, неогеновая поверхность выравнивания, где сохранились в огромном количестве колеи, где видно большое количество древних руин, причем руин видно, что по характеру, по степени вторичных изменений, разбитости их разломами, что это именно руины того возраста, и подземные сооружения, и скальные, и мегалитические какие-то блоки. Сразу у меня возник вопрос, а так ли действительно, еще как я вам вначале описал, происходит окаменение горных пород? Может быть, есть такие гипотезы, оно происходит более быстро, окаменение, и как раз вот эти вот не требуются многие миллионы лет и так далее. То есть пока по данным вот нашим официальным именно вот миллионы лет, да? То есть, возможно, есть какие-то альтернативные по данным миллионы лет. Скорости того, как Нет, это но происходит. это не меняет возраст. Я не к тому, что это может быть более молодые отложения. Это, скорее всего, все того же возраста, потому что изначально были отложения это именно того возраста. Сам процесс, что для того, чтобы им стать вот такими окаменевшими камнями, им нужно было, грубо говоря, 10 миллионов лет быть под землей, а потом уже в результате горообразовательного движения вывести на поверхность. Может быть, они значительно быстрее уже окаменели, и 10 миллионов лет были уже на поверхности. Вот я о чем имею в виду. Это уже сугубо геологический вопрос, потому что настолько широко распространены вот эти неогеновые поверхности выравнивания по всему альпийско-гималайскому поясу, что, конечно, это уже нужно специалистам там по ним ездить и решать, как это все происходило, окаменение. Тогда вопрос, какие специалисты вообще ездят и интересуются, и почему, как я понимаю, да, что как-то не сильно... Со мной ездят художники, какие-нибудь люди других творческих профессий, но иногда просто совершенно не связанные с геологией, с историей, работы, которым просто это нравится. Ну, самые разные. Иногда вообще вот в таком сообществе в научном, как вообще это изучается? Кто может позволить себе, у кого есть деньги на экспедицию ездит, собираются случайные люди, но кому это все интересно? Понимаете? Ну, творческих очень много людей. Многие геологи бы хотели бы поехать, но у них нет средств на это, понимаете, чтобы просто присоединиться к экспедиции. А официальная наука на это не финансирует. Ни история, ни геология. Наоборот, пытается всячески раскритиковать, потому что это фактически в результате этих экспедиций все говорится, что всему, чему учите, неправильно. Ну, это да, это очень, видимо, из-за того, что сложно перестроить будет процесс вот этот вот, и получается такая фальсификация, да, того, что мы вообще знали, да, со школьной скамьи столько лет вообще узнавали. Да. Ну, есть, наверное, какая-то надежда все равно, что сейчас вот как-то будет пересматриваться эта история. Вообще есть какие-то такие там предпосылки в научном Сложный сообществе? вопрос, потому что сейчас идет тенденция признания инопланетян даже официально американским правительством и НАСА. У нас, кстати, на канале то, тоже что астрофизики НЛО приходят. существует, НПО, а НПО это еще более интересно. Это то, что под водой, неопознанные подводные объекты, которые из-под воды летают, потому что на самом деле на глубине 4-5 километров огромное количество техногенных каких-то сооружений есть и следов типа тех же типа дорог, типа каких-то сооружений. А это тоже геология изучает, да? Вот это всё, нет? должна океанология изучать, но, к сожалению, когда я пытался в океанологии этот вопрос задать, там на достаточно высоком уровне, он остался без ответа, потому что, видимо, это не разрешено изучать все это, я так подумал. Потому что это, опять-таки, запретная тема, потому что считается, что никого под водой нету, и все эти какие-то следы разумной подводной цивилизации. Нам есть куда стремиться, что изучать, смотреть и искать это, профессионалов. С одной стороны. А то, что вот сейчас пытаются пытаются уже раскрывать якобы инопланетян, существование НЛО. Многие считают, что это
вот в сторону, и особенно плоской Земли, вот, которые сайты сейчас достаточно неплохо продвигаются. Катастрофа, Но всемирный мы не про потоп это 100, сейчас, 100 или правильно? 200 лет Мгм. назад, который был. Это многие считают, что пытаются народу запудрить голову и увести не в ту сторону. Поэтому тут надо тоже осторожно к этому Да, мы относиться. сейчас не про это, мы сейчас вот про такие более такие вещи, которые, в принципе, нам привычные, да, но какая-то идет Мгм. путаница в возрасте, да, того, как это происходило. А вот тогда, если мы вернуться там вот ко всем этим инопланетянам, да, то есть получается, что согласно вот этим всем данным, то, что там какие-то катастрофы были, да, то есть, возможно, уже тогда были возможны и межгалактические путешествия, и перемещения какие-то на сверхрасстояние, там что-то есть какие-то подтверждения тому, что, может быть, в мифах, да, там, мифологии, что это уже было, что это все как бы есть, было, и как-то просто мы сейчас немножко в другой стороне от Нет, этого. ну в мифах-то, конечно, этого много. Взять, например, Махабхарату, там огромное количество описаний, особенно в первой, второй, третьей книге Махабхарата, огромное количество Рамаяна, огромное количество описаний путешествий на летающих колесницах среди звезд. Показано, что издалека звезды кажутся маленькими, когда к ним приближаешься, они огромные. Вот, в огромном количестве это есть. И то, что, например, у индейцев Хопи говорится о летательных аппаратах Патуотта, которые управлялись вообще силой мысли, Телепатии, да, какой-то. вот как-то Мгм. говорится о тех знаниях, которые ну, недоступны нашим людям и еще неизвестно, когда были доступны. А что это? Древняя цивилизация, которая была, или инопланетяне, или раньше люди контактировали с другими мирами, и вот как в «Звездных вратах» фильм показывает, постоянно общались. Мы это только можем предполагать. И опять-таки в некоторых экспедициях, вот, например, в Каппадокии 2 года назад мы были, там видны следы действия неких разумных существ, следы деятельности неких разумных существ, которые, на наш взгляд, поработили человечество. И люди выступали у них в качестве рабов. Вот, и строили им, возможно, даже люди, вот там мы пришли к выводу, что ездили на автомобилях и добывали им грунт, из которого они строили свои жилища, а сама эта цивилизация, вообще она жила по принципу муравьев, термитов, которые имели свою матку, имели своих царей, рабочих, и совершенно они даже не по принципу людей жили. А, туда же можно отнести вот к этой всей истории пирамиды египетские? Пирамиды я не знаю, кто строил, но судя по тому, что они связаны, ну, все-таки больше с цивилизацией, которая... Я вспоминаю многие работы, прочитанные еще в давнем очень возрасте, с цивилизацией, которой для жизни необходима была вода. Возле пирамид строились бассейны. Обязательно это неотъемлемый был атрибут, в котором, как говорится, А вот вы не ездили туда как геолог вот в на экспедицию, пирамиды да? нет. Мгм. Вот на Сардинии много жилищ домусов и янусов я видел. И есть по этому поводу отчет у меня, что часть этих донусов и янусов жили в какие-то змееподобные существа, которые вели наземный образ жизни, а часть явно, которым требовалась вода для их жизни, потому что обязательно там бассейн в этих вот донусах и янусах. Это типа вот небольшое вот такое типа нашего дольмена сооружение, и проход туда, и под землей там целая анфилада комнат. Часто мы видим перед входом такой длинный бассейн, явно был заполнен водой, внутри там какой-то бассейн. То есть можно примерно реконструировать и по отдельным следам, которые остаются трехпалой, отпечаткам хвостов, что это многие существа были похожи действительно на каких-то змеев, драконов. Ну, такое может же быть в любом случае, потому что, может быть, просто жили другие. Ну, я не знаю, почему вот так отрицается это, да, почему нельзя предположить, что так было, Потому что что нет скелетов. да, ну, что вообще, в принципе, были какие-то существа, да, которые
обладали разумом, да, но просто как-то по-другому, немножко по физиологии, по свойствам, да, там, по каким-то своим Но это там, на самом деле интересный вопрос, да. потому что динозавры, хотя в основном известны нам по отпечаткам, но время от времени скелеты их находятся. Вот этих вот существ и палеолюдей, как бы так скажу, древних людей, и хоббитов, и троллей мы а, скелетов не знаем. По крайней мере, официально нигде об этом не говорится. Хотя тот же м, А неофициально? Есть Томпсон какие-то? и и другие исследователи время от времени описывают, что все-таки скелеты этих существ были, даже хранились то в Лондонском музее, то в каком-то еще другом музее, а потом пропадали. Или попадали в запасники, или пропадали. То есть явно они мешали для теории эволюции и куда-то девались. Нельзя так сказать, что их совсем нету. Но почему их мало? Я могу представить, что когда вот была катастрофа, волна шла высотой 4-5 километров, она все смывала с своей поверхности, все скелеты, все предметы сознательной деятельности и складировала их в предгорные межгорные прогибы у континентальных подножий, перекрывала осадками, и сейчас все это находится на глубине в несколько километров. А можно так предположить, что это были какие-то существа, у которых просто не было скелетов? Например, они как-то по-другому вообще физиологически, ну, исчезали, да, и как-то умирали, или у них какие-то были другая совершенно вообще природа, Но если свойств. мы видим их отпечатки, Мгм. которые сохранились так же, как отпечатки человекоподобных, я не говорю людей, отпечатки колес, то, скорее всего, они были все-таки с материальной природой, Да, но, может быть, это обладали. материальная природа какая-то вообще совершенно другого свойства. То есть мы же тоже не можем знать, что вот Ну, все, не все знаю, это должны уже быть к такие. ченнелерам, Да. не ко мне Ну так, это вопрос. просто как такая идея возникла, почему именно скелетов, да, мы не можем найти, а все остальное можем. Может быть, вообще там какая-то другая природа. А может быть, вообще они куда-то улетели все, Ну вот когда перед катастрофами. мне одно время понравилась одна работа. «АЛЛАТРА» есть организация. Не знаю, как по-разному можно к ней относиться, но работы у них есть хорошие. Вот по апексианцам они называют, что это раса поработителей, которая прилетела на Землю и использовала людей в качестве своих рабов. Причем питалась их жизненной энергией, жизненной силой, высасывая из них. Но тут же мне сразу напомнило «Звездные врата», «Атлантида», раса рейфов, так называемых, которые питались жизненной энергией людей, и люди старели в результате этого, давая им пищу. И вот следы как бы этих апексианцев, но мне-то ближе анунаки их называть, хотя «АЛЛАТРА» говорит, что апексианцы – это не анунаки, что анунаки – это помощники людей, апексианцы Враги. это враги Мгм. людей. А на мой взгляд, это одно и то же. Апексианцы, анунаки, как их не называть, но следы их вроде как встречаются в той же Каппадокии, вот в Анатолии, где мы были в этом году, во Фригии. И как раз получается, что такое большое количество там отпечатков колей – это люди или человекоподобные, или наши предки, древние неогеновые, были у них в услужении, добывали грунт. От этого там огромное количество таких плоских столовых гор. По сути, все долины – это карьеры, где они вырабатывали это вещество. Кстати, это не я первый предлагаю эту идею. В Крыму то же самое. Мы наблюдаем, что это огромные карьеры, и они строили их жилища, вот эти столовые горы Фейри, которые там называются, просто нагромождение каких-то вот таких вот рукотворных холмов. И дальше самое интересное, они все-то полые внутри. Они не просто полые, там не какие-то дырки, а там проходы, комнаты, залы. В некоторых местах залы с колоннадой, с арками, сводчатыми потолками. То есть это говорится, что строены были высочайшие по уровню развития цивилизации. То есть А по они возрасту там как определяется, вот по геологическому тогда? по геологическому возраст этих каменных сооружений определить вообще невозможно. Невозможно, да? Только определить можно, когда колеи туда подходят, и отпечатки следов вот по возрасту колеи, а они образоваться могли только в породе, когда она была еще рыхлой. А это А вот они не могут геологам не известно. совпадать, допустим, это одно, а это совершенно другое? Но когда из одного сооружения в другое идут эти колеи, Мгм. вряд ли. Или когда, например, в Крыму Чуфут-Кале, Эскикермен или более характерное место Кастелар-де-Мека в Испании, Тьермес в Испании, скальные города, когда вот эти вот
колеи образуют дороги, или дороги, по которым идут колеи, вот так серпантином воздымаются на гору, потом они в этих скальных городах расходятся в разные веером стороны, подходят к разным сооружениям. Это ясно, что это было одного времени, тогда, когда жили в этих скальных, в этих вот городах. А что вы думаете о версии, что мы не можем найти никакие, соответственно, материальные кости, скелеты, что это могло как-то, ну, вообще, в принципе, либо разложиться, либо еще вот такая версия у меня почему-то пришла в голову, что, возможно, когда знали, что какая-то будет катастрофа и цивилизации уже грозит какая-то там, ну, вообще уничтожение, то есть они что-то куда-то там, как это был какой некий эскапизм, да, что они куда-то улетели, если у них такие технологии были, и переместились на другое место. Нет, ну, это, скорее Вся всего, они цивилизация. или улетели, или Мгм. спустились под землю. Очень много преданий говорится о том, тот же Попель Vuh, что долгое очень время, возможно, миллионы лет цивилизация жила вообще под землей, и там рождались новые поколения. Может, улетели, но какие-то предметы их деятельности должны были остаться. Но тут, опять-таки, я люблю цитировать в этом случае Платона. После вот этих цивилизаций и следов вот этих потопов, а потопы, я в первую очередь сразу ассоциация волна цунами высотой 2-3, как мы рассчитывали на компьютерах 12 тысяч лет было назад. А Зайдлер описывал вообще до 5 километров. Вот такая вот волна, которая огибала несколько раз земной шар, она, естественно, все смывала со своей поверхности. И лишь в каких-то расщелинах, лишь в каких-то, ну, сугубо специфических условиях могли остаться скелеты, сохраниться, могли остаться какие-то предметы сознательной деятельности. Но их время от времени находят. Сведения о том, что они были то в одном, то в другом музее или есть, они известны. Но другое дело, похоже, в мире есть те, кто охотится за этими находками и пытается их из всех музеев изъять. И даже есть слухи, что и даже затеваются войны, в том числе иракская война, для того, чтобы египетский музей, когда разграбился, именно чтобы все эти находки скрыть от глаз людей. Интересно, да. Но потому что они противоречат в первую очередь библейской хронологии. Ну, библейская хронология, сколько тогда нужно вообще признать, что все было вообще максимально фальсифицировано, что мы вообще не знаем ничего о нашей истории. Ну, только такое, последние какие-то периоды. Но, тем не менее, Да. библейская хронология – это сейчас серьезный момент, с которым приходится считаться, потому что здесь ее поддерживают все финансы мира. Ну да, у нас, кстати, есть выпуск на канале, называется «Какого бога выбрать?». Мы там тоже обсуждаем эти вопросы, что вообще это такое и с какой стороны к этому относиться. Александр, подходим уже тогда к финалу нашей беседы сегодняшней. У нас сегодня по традиции разыгрывается книга вашего авторства. У нас так получилось, да, что когда я сказала, что у нас на нашем канале эта традиция, да, то есть дарить книги, вы с трудом нашли книгу. Я на всякий случай, чтобы перестраховаться, еще одну книгу заказала. На самом деле книги Александра очень сложно найти, потому что мне даже моя книга еще не успела прийти, но я ее обязательно получу. Я ее уже купила, и тоже подарим подписчику 2 книги. Вы принесли у нас «Боги и демоны Южной Америки». Расскажите про эту книгу. Ну, я написал огромное количество статей за время своих исследований, экспедиций, отчетов по экспедиции, а книги написал, можно сказать, всего 3. Планировалась 4, но так до нее и не дошел. Причем по объему они очень были большие. Первая издана в полном, целиком. Это издательством Вечи. Вторая уже и третья книга по просьбе издательства Вечи были разбиты на 4 маленьких вот того формата, который вы сейчас держите в руках. Причем для того, чтобы понять, что в них говорится, желательно прочитать вначале первую, потом вторую, и потом только перейти к третьей. Это у нас какая третья? Это третья книга. Третья. Когда а вот которая у меня называется «Войны». Битвы древних богов. Битва древних богов – это вторая моя книга. Значит, у кого-то будет еще большая такая
миссия найти еще первую книгу, те, кто выиграет этот подарок. А первая книга, вот с нее все начиналось. Это в основном обзор «Исчезнувшие обитатели Земли». Это в основном обзор Махабхараты, обзор Рамаяны, в первую очередь по индийским преданиям, какие на Земле жили раньше существа, змеи, многорукие существа, человекоподобные существа. Это все, что вы обобщили согласно вот этим всем вообще Согласно мифам? преданиям, да, как Мгм. они назывались, где они жили, какие у них были отношения, какие у них были метисы там или гибриды, браки, как, ну, вот все про них максимально говорится. Во второй же книге «Битва древних богов» там уже у меня много внимания уделено золотому веку, когда он был на Земле, когда образовался современный мир, когда произошло сотворение мира по Библии, все вот это там дано хронология уже, когда прилетели на Землю так называемые белые боги, когда зародилась цивилизация, какие они какие они вели войны, какие отношения, как соотносятся их войны с геологическими катастрофами. Вот. То есть, Это во второй книге, но «Битва древних богов» только одна ее часть, вот эта четвертая все, тогда, маленькая. значит, вот 2 книги у нас уйдут к тому подписчику, который напишет самую интересную гипотезу, теорию о том, что такое колеи. Давайте вот так, да, сделаем. Пишите, думайте, да, мы там фотографии приложим такие реальные, да, которые с экспедиции, да, вы с нами поделитесь. Мгм. Вот, и я думаю, что вы почитаете комментарии наших зрителей, Но которые те, кто напишут. не получит эти книги, я не особо предлагаю расстраиваться, потому что я эти книги сам по своей инициативе оцифровал, как Супер, мы тогда говорится, ссылку приложим, и да, разместил на своем сайте. Мгм. канале в ВК. Ага. В ВК, и их можно скачать. Все, мы тогда ссылочку приложим, где можно скачать. Но, конечно же, всегда приятно иметь физическую книгу, да, настоящую, тем более вы нам еще ее Да, но, к подпишете. сожалению, такое время, что сам не могу достать. И это загадка, Ну вот, вот это вообще ценное, то, почему что их вы нигде не было изначально в магазинах, и почему их издательство не доиздавало. Вот это мне было А непонятно я думаю, сейчас никогда. после нашего выпуска вообще очень сложно будет это сделать, поэтому, друзья, заказывайте книги, которые остались, и, возможно, еще будет какой-то, может быть, новый выпуск, да, новый тираж, который уже смогут люди читать. Также у меня есть еще одна традиция. Я всегда своему гостю дарю от себя книгу. Вот. Вот такая новая книжка, я ее специально для вас заказала, думала, чтобы вам такое подарить. Вот. Но это просто коллекционное такое издание, то есть с картинками, которое, возможно, что-то вы там найдете для себя новое, но я не уверена, это японские мифы. То есть тоже почитайте, посмотрите, может быть, что-то там будет такого, что вы еще не знаете. Хотя я в этом очень сильно сомневаюсь. Нет, я Да, наверняка найду. да. Большое спасибо. Хотя у меня есть одна книга по китайским и японской мифологии, но, несомненно, все отразить в ней невозможно. Я уверен, что что-то найдется, то, что я еще не знаю. А японская мифология, она крайне интересна. Да, я тоже Потому вот люблю ее что изучать. суть в том, что в японской мифологии говорится, что древние как раз императоры, они имеют смешанное происхождение между солнечных и лунных богов. То есть это как бы результат смешанных браков белых богов, ну, из Гипербореи, вот так я их называю, и то ли змеевидных, то ли земноводных каких-то богов из южного мира. И там очень интересно, как написано, как они рождались в покоях, объятых пламенем. Вот. Ну и потом они как бы, поэтому японцы, несмотря на то, что они вроде не похожи на скандинавов, в то же время считают себя потомками солнечной богини Аматерасу, которая жила на севере. Ну вот, значит, тогда еще, может быть, почитайте и что-то для себя там интересное найдете. Спасибо, Александр, за такую интересную беседу. Я вообще уверена, что моей аудитории понравится наш разговор. Гости и темы у нас как бы такие всегда выбираются нестандартные. И
Наши подкасты, я думаю, что приносят расширение границ какого-то мировоззрения. И тогда уже пишите, на какие еще, может быть, темы вы хотите послушать наши беседы с Александром. Я думаю, что мы еще с вами встретимся. Вот, спасибо вам огромное Спасибо, за сегодняшнюю беседу. спасибо вам за приглашение и до свидания. Да, до свидания.